Hi, I have 12 minutes, so I'm going to try to talk fast, but she has to translate, so feel bad for her. 12 минут, она будет говорить очень быстро, это мои проблемы, как я буду это все переводить. So I started Culture Themes about 3 years ago. There was lots of funding cuts. Она начала проект, который называется «Культурные темы», проект для Твиттера 3 года назад, когда в Великобритании случились резкие сокращения финансирования. So everybody was really moody, and you could see this online. You could tell it online. Все, конечно, были весьма грустны и недовольны, естественно, таким положением вещей. И это отражалось на стилистике работы и в самих социальных сетях, и приходя в музей, посетители могли видеть, что им не очень рады. So we created Culture Themes, and it's once a month we do a theme. Было принято решение мэром и еще несколькими ее знакомыми, коллегами о создании проекта «Культурные темы». Идея заключается в том, чтобы раз в месяц выбирать определенную тему, и на эту тему все музеи могут между собой общаться. The first one we did was Why I Love Museums, and it was to show that although funding cuts and money was an issue everywhere, we wanted people to have a reason to say why they love museums. Первой темой стал хэштег «Почему я люблю музеи». Несмотря на все эти финансовые сокращения и сложности, мэр и ее коллеги верили, что люди, несмотря на все это, все равно захотят ответить на вопрос, почему они любят музеи, и смогут поделиться с этим широко с миром. И сами сотрудники музеев, и посетители. As you can tell, this screenshot shows it went world trending. So around the world, people were talking about why they love museums, which surprised everybody, to be quite honest with you. Это был первый раунд проекта, и на удивление он вышел в мировые тренды. Мы с вами упоминали тренды в первой части семинара, говоря о том, что есть тренды России, но самое крутое, что может быть, это тренд мира. Это когда how many people do need to tweet? Dozens of thousands or... Oh, on that one, I have no idea. It was 20,000, we think. В общем, это десятки тысяч людей писали об этом в течение дня. It ran for about 48 hours, actually. Суммарно 48 часов продолжалась акция. So once a month we do themes, and sometimes they're serious and sometimes they're not. And this one was a non-serious one. Темы самые разные, серьезные и веселые. И вот тема, которая сейчас представлена на экране, музейный тортик, относится к несерьезным. Who doesn't love cake? Кто не любит тортики? Кто не любит? Да, кто не любит? The idea behind this was that you can have a cake in a cafe, or you can have a cake as art, or you can have cake in art. It was just supposed to be a laugh. Вообще это задумывалось как шутка, и предполагалось, что люди захотят поделиться тортиками в самом широком смысле этого слова, или пирожными, или сладостями. Это может быть тортик в музейном кафе, это может быть тортик или пирожная сладость как элемент картины или произведения искусства, или предмет, с помощью которого можно сделать сладость. В общем, никто не верил, что получится, но этот хэштег тоже стал очень популярным. And people just took control. They just took ownership of this tag and did whatever they wanted with it. I'm just going to skip through this one here. И что примечательно, несмотря на то, что аккаунт этого проекта начал всю эту идею, инициативу, люди, наши читатели, очень быстро инициативу перехватили и взяли хэштег в свои руки и начали его уже интерпретировать, распространять и так далее. People actually made cakes of art, which was amazing. We didn't think that, but because we gave them 2 weeks notice, they actually took it upon themselves to get recipes and make stuff which was in a collection. Анонс об акции был дан за 2 недели. Это вопрос о том, что лучше оповещать заранее, и поэтому некоторые самые активные заинтересованные успели подготовить рецепты и ко дню акции приготовить непосредственно тортики, которые, с их точки зрения, стали настоящими произведениями искусства. So this June 25th, we're running it again. 25 июня этого года записываем себе дату и готовимся либо непосредственно что-то своими руками, либо просматриваем, что у вас продается в кафе, что есть в коллекциях. В конце концов, просто использовать хэштег в этот день уже немало, потому что его увидят все в ленте. Поскольку событие международное, постарайтесь что-нибудь на английском языке подготовить, чтобы люди вас из других стран тоже поняли. And this is just to show that it's not just on Twitter. People have taken it to their own website. They've done Tumblrs, they've done other social media accounts with the hashtag. И мы уже говорили, что хэштег, он распространен, его можно использовать в разных социальных сетях, поэтому люди в итоге, подхватив его из Твиттера, использовали в своих блогах и даже на сайтах.
Next one that we did, which was quite a surprise, was Museum Selfie. Has anybody heard of that? Следующий проект, который сделал культурные темы, это музейные селфи. Кто-нибудь знает про это? Про хэштег в принципе? Again, that was a joke. That was supposed to be a lighthearted tag. Акция была в январе, и вообще предполагалось, что это что-то такое легкое, простое, шутливое. В общем, серьезно к этому не относились. Но. But people took ownership of it, and it just went viral internationally. Every country I was interviewed constantly. That one was from the V&A, which was quite popular, so it's not technically a selfie. Хоть это одна из фотографий, которая была сделана Викторией Альберта, технически она селфи не является, но поскольку Виктория Альберта, этот хэштег, в общем, фотография тоже набрала популярности. Здесь есть статистика, сколько человек участвовало, но вы можете оценить масштабы. К вечеру дня 10 тысяч участников по всему миру. Это много. И причем у каждого из этих участников, естественно, есть свой охват аудитории. То есть Again, people did what they wanted to do. So люди делали то, что хотели. It was quite funny because there's a debate of what is a selfie, but I stayed out of that. И даже были дебаты, что такое селфи, а что такое музейное селфи, как это все. Но мэр в этих дебатах не участвовал, но людям это очень понравилось в любом случае. I've translated this, but you can. But I will say the Russian community did catch on before the event also, so which I didn't know about until afterwards. So this article was placed. Статья в афише «Воздух» вышла незадолго до Дня музейного селфи. Наверняка вы видели, она была широко распространена. Ну, к вопросу о том, как распространять рекламу о событиях. Нас в Твиттере читают не только наши подписчики, но и крупные СМИ и блогеры. И всегда есть шанс получить вот такую поддержку бесплатно, ниоткуда, но тем не менее очень широкую. Oh, okay. This is just a few of the articles that were out there. So it really got picked up. You can't see it, but... Чуть-чуть статей на тему об акции «Музейное селфи» из... No, you don't have to read them all. I know, just это Guardian, Telegraph, New York Guardian. Magazine, и в общем... It was Tokyo. It was all over. It just went mental. Да, это и региональные пьесы, и крупные... региональные пьесы и крупные газеты. One of the most popular ones that I run is Ask a Curator Day, which has been running for 4 years now. И еще один проект, которым руководит мэр, это День «Спроси куратора», уже 4 года он проходит. Again, a simple thing, we're giving the visitors and we're giving people who come to museums a doorway in to ask questions to people they normally don't get to ask. Задача акции — дать нашим читателям возможность войти в музей и обратиться к любому, или почти к любому сотруднику, задав вопрос о музее в течение дня акции. More and more, it keeps growing every year. Although it says 622 museums in 27 countries, we know that there was more. So this is last year. This is last year. В 2013 году акция в сентябре прошла, и было 622 участника из 27 стран, и это тех, кого удалось посчитать, но потенциально было больше. Речь о музеях именно. So these are some of the questions that come out. So it's not always just the curators getting questions. Sometimes it's the museum. Примеры вопросов. Не всегда вопросы связаны напрямую с коллекциями. Вот здесь пример, допустим, первый. Как цифровая эпоха изменила стиль вашей работы? Цифровые технологии. Oh, back? Yes, back. Или же на скольких языках доступен ваш музей, там аудиогиды на скольких языках есть. Можно ли фотографировать в вашем музее и использовать эти фотографии затем в блогах или где-то еще? То есть вопросы могут быть самыми разными. Не обязательно, что это будет что-то сугубо узкое, научное и сложное. Может быть, что-то очень простое. And these are two examples of sort of, I've kind of always asked, like, what was your favorite thing and what happened? So these are two examples that you'll have to... Из веселых и необычных вопросов. В общем, люди любят задавать вопросы из серии «Есть ли у вас привидения?», а второй «Уносили ли вы когда-нибудь случайно музейный экспонат домой?». Если так вышло, то как так, то зачем и почему? I did. I'm done. I did.